в нашем мире часто сталкиваются с предвзятыми мнениями о людях, исходящими из их национальности или вероисповедания. Мусульман часто считают жестокими, жаждущими мести за обиду, но это стереотип, который не отражает реальности. Истинный ислам пропагандирует доброту, справедливость и прощение. Эти ценности ярко проявились в трогательном и трагическом инциденте, случившемся в Лексингтоне, штат Кентукки, который начался с потери и завершился подтверждением силы духа и милосердия. Этот случай стал символом контрастов, высвечивающим как темные, так и светлые стороны человеческой природы. Он показывает, что даже в самых тяжелых ситуациях может пробиться свет надежды и доброты даже тогда, когда этого меньше всего ожидаешь. Важно понимать, что подобные ситуации формируют общественное мнение о национальности и культуре, что делает эту тему особенно актуальной в наше время. Салахуддин Джитмуда провел 22 года своей жизни, работая разносчиком пиццы в местной пицца-хат. Он был тихим и добродушным человеком, известным здесь как кто-то, кто всегда улыбается и готов помочь. Салахуддин с раннего возраста развивал в себе чувство ответственности и уважения к людям, что выражалось в его ежедневной работе. Его отец, Абдул Муним Сомбат Джитмуд, был известным в сообществе личностью, руководившим несколькими исламскими школами по всей территории Соединенных Штатов. Самбат всегда учил своего сына добросовестно выполнять работу и относиться к людям с уважением, воспитывая в нем глубокое понимание ценности человечности и доброты. Эти уроки стали основополагающими для Салахуддина, который в соответствии с семейными традициями стремился протянуть руку помощи всем нуждающимся, независимо от их происхождения или вероисповедания. Он также поддерживал связи со своим сообществом, активно участвуя в различных социально значимых мероприятиях, что только подтверждает его преданность ценностям, которые ему привили. Однако происшествие, о котором пойдет речь, навсегда изменило жизнь этой семьи и всей местной общины. Однажды утром, когда город только начинал просыпаться от ночного покоя, тело Салахуддина было найдено мертвым у ворот жилого комплекса Walnut-Hills. Неизвестно, как именно произошла эта трагедия, но она стала шоком для близких и знакомых. Подъем сыщиков напоминал недоумение города, базы данных криминальных дел, поиски улик и свидетелей. Расследование длилось 2,5 года. Люди в округе все еще не могли поверить, что с добрым и отзывчивым Салахуддином могло произойти нечто столь ужасное. Город был полон слухов и спекуляций, и каждый надеялся, что справедливость будет восстановлена. Это время ожидания и неопределенности испытывало всех жителей города, погружая их в атмосферу тревоги и настороженности. Каждый вопрос по поводу безопасности своих близких становился все более актуальным, и отсутствие ответов только усугубляло ситуацию. Первые задержания по делу были сделаны быстро. 2 мужчин, заподозренных в причастности к смерти Салахуддина, были арестованы, но в итоге обвинения против них были отвергнуты большим жюри округа. Неопределенность продолжалась долго, пока внимание следственных органов не привлекло имя Трея Александра Релфорда, 24-летнего наркомана со стажем, чья жизнь была полна трудностей и зависимостей. Релфорд частично признал свою вину, утверждая, что намерения его и его сообщников заключались лишь в ограблении, без намерения наносить вред. Его признание было обусловлено стремлением избежать смерти. Ведь если он получит смертную казнь, то никакие слова не смогут изменить этого факта. Этот поворот событий стал решающим моментом как для него, так и для семьи Салахуддина, так как открывал возможности для обсуждения справедливости и прощения. Однако особенно важно было то, что вся судебная система сейчас была под давлением, требуя от всех сторон понимания и прощения, ведь последствия этого дела затрагивали не только семьи, но и целое общество. Судебное заседание, ожидаемое многими, наконец началось, и с самого начала его атмосфера была насыщенной напряжением и эмоциональным волнением.
В холле суда присутствовали самые близкие: отец Салахуддина, счастливый временем назад ушедший на заслуженный отдых человек, и мать Релфорда, полна страха и надежды. Прокуроры требовали строгости. 25 лет за убийство, 10 за ограбление и еще год за фальсификацию улик. Эти последние секунды предстоящего наказания стали переворотом в жизни многих людей, где легко изменить судьбу одного, но затронуть массы, которые следили за процессом, ожидая восстановления справедливости. Обвинения были полны эмоций, так как касались они не только потерянной жизни, но и разрушенных судеб, оставлявших всех в ожидании и несогласии. Это стало настоящим испытанием не только для участников процесса, но и для всех, кто наблюдал за этим затянувшимся трагическим детективом, ставшим настоящей битвой за правду и понимание каждой стороны. Когда настала очередь говорить отцу Салахуддина, в зале воцарилась полная тишина. Чувства и эмоции накалились до предела, когда он поднялся с места и начал говорить о том, насколько он зол не на самого Релфорда, а на шайтана, того, кто шепчет людям на ухо, толкая на худшие поступки. В его глазах светилась не столько ненависть, сколько понимание и сострадание, осознание того, что ненависть лишь порождает больше ненависти. Он упоминал о том, что каждый имеет право на ошибку, и каждый из нас способен любить и быть любимым. Его неистовое желание изменить ситуацию приобрело вид одиночной борьбы за мир и прощение. Это мгновение служило важнейшим моральным уроком не только для присутствующих в суде, но и для всей общины, где сила прощения была окутана недопониманием и предрассудками. Его слова стали ярким свидетельством того, что здоровье общества зависит не от судов и законов, а от готовности людей прощать и учить друг друга. В зале суда сгущались эмоциональные волны, когда он произнес слова, полные невероятной силы и благородства. «Я прощаю тебя, Трей, от всего сердца. Прощаю от имени покойной матери Салахуддина». Эти слова ошеломили присутствующих. Ни судья, ни прокуроры, ни даже защищающие не могли сдержать слез. В тот момент все понимали, что величайший дар ислама — это прощение. И ни один человек не должен лишать другого этого дара, даже если он причиняет ему бесконечную боль. Обняв своего соперника по судьбе, он продемонстрировал, как это может быть силой, способной преодолеть травмы и страхи, охватывающие их обоих. Эти мгновения стали не только актуальными примерами человеческой доброты, но и выдающимися уроками, которые мир должен усвоить, чтобы избавиться от ненависти и мести. После того, как он спустился с трибуны, отец Салахуддина подошел к Релфорду и обнял его, придавая ему уверенности в плохие времена. Люди в зале замерли, когда это произошло. Этот жест стал символом исцеляющей силы прощения и глубоких эмоций, которые затопили сердце каждого присутствующего. Он объяснил свою позицию, что Всевышний не будет прощать человека, если обиженный не простит обидчика. В то мгновение каждый мог почувствовать невероятную тяжесть этого упрека, а также и невероятный проблеск надежды, исходящей от лежащего на душе бремени. Эта сцена стала бесценной вехой не только в жизни участников, но и для людей в зале, изменивших свое видение на концепцию прощения и его силы. Каждое движение, каждое слово в этот момент было наполнено смыслом, поскольку все присутствующие начинали осознавать, как важно уметь прощать и оставлять за плечами тяжелые переживания. Когда Релфорду предоставили последнее слово, он говорил сквозь слезы, не в силах представить, какую боль он причинил родителям Салахуддина. Его голос дрожал, его слова были полны горького раскаяния и стремления к пониманию своих ошибок. В ту секунду весь зал ощутил, как сама жизнь, полная борьбы и страха, превращается в прощение и понимание. Это было не просто произнесение слов, а искреннее обращение, призывающее всех пересмотреть свои действия и их последствия, как объединяющее звено между ним и окружающими. Это была высшая форма покаяния,
которую никто не ожидал, но все почувствовали ее силу. Его признание стало не просто криком о помощи, но и призывом к объединению и справедливости, к пониманию того, что каждый может измениться, но важно быть готовым к этому изменению. Судья, не в силах вынести эмоциональную перегрузку, объявила перерыв. Эта пауза стала необходимой перед принятием сложного решения, ведь многие понимали, насколько непросто делать выбор между наказанием и милосердием. После этого заседания было принято решение о приговоре. Релфорда приговорили к 1931 году тюремного заключения. Приговор, который на тот момент был более мягким, чем все ожидали. Отец убитого человека, чувствуя облегчение и одновременно огорчение, произнес вдохновляющие слова для Релфорда, посоветовав использовать это время в тюрьме, чтобы переосмыслить свою жизнь и стать лучше. Этот поступок вызывал одновременно уважение и печаль, напоминая всем о том, что каждый имеет возможность меняться и учиться на своих ошибках. Более того, это напоминание о том, что шанс на искупление дан каждому, лишь бы он был готов принять его и сделать первый шаг к переменам. Это была не просто судебная драма, а урок для всего общества о том, как можно преодолеть конфликты прощением. Простивший улыбнулся, несмотря на огромный ужас и потерю, нависший над его жизнью. Он показал всем, что даже в самых ужасных условиях можно найти способ освободиться от бремени ненависти и обиды. Так Лексингтон стал не просто местом трагедии, а местом, где милосердие и доброта встали на защиту против злобы и ненависти. Это московское событие открывало глаза на терпимость и силу духа, служило постоянным напоминанием о том, что даже в хаосе и отчаянии можно найти путь к дружбе и взаимопониманию. Этот опыт стал уроком и источником вдохновения для всех, кто столкнулся с похожими переживаниями, показывая, что даже в трудные времена можно найти поддержку и понимание в доброте окружающих. Этот случай стал ярчайшим примером того, что доброта и благородство не зависят от национальности или вероисповедания. Это урок достоинства и величия для всех нас, которые должны помнить не только участники, но и общество в целом. В мире, полном конфликтов и недопонимания, этот инцидент напоминает, что прощение может помешать ненависти и научить нас быть лучше. Даже в самые темные времена кавказское знамя человеческой доброты и решимости просвещает сердца млекущих праведного и показало миру, что истинное благородство заключается не в мести, а в умении прощать. Каждая деталь этой истории важна, ведь она становится наследием, которое побуждает нас переписать свои представления о доброте и милосердии в мире, где зло находит место в сердце многих. Эта история объединяет в себе множество уникальных и запоминающихся моментов, которые подчеркивают важность взаимопонимания и сострадания, и, возможно, это делает ее актуальной на протяжении многих лет вперед.